Семечко мира, или же сид. Это комбинация чисел или букв, которая позволит вам воссоздать абсолютно любой мир. Сегодня я бы хотел рассказать о пасхальных сидах, которые были добавлены в игру самими разработчиками. Первым на очереди идет «Пьяный мир». При генерации мира весь текст будет заменен на случайные цифры. Лишь на несколько секунд они заменятся на сообщение «Установка ловушек». Также загрузочная полоса будет меняться с искаженной на багряную. Все еще при загрузке на заднем фоне вместо Луны будет месяц и две звезды в форме улыбки. Это отсылает нас на дату 16 мая 2020 года. Именно в этот день Луна, Венера и Юпитер образовали улыбку. Кстати, этого же числа вышла Terraria 1.4. Ну и вдобавок ко всему, в честь этой даты назван даже сам сид этого мира. Еще можно сказать, что облака будут в форме лица Redigit, главного разработчика игры. Что до самого мира, так в нем сгенерируется как искажение, так и багрянец. Вместо гида на старте появится тусовщица. Парящие острова будут оформлены в стиле пустыни или тайги. Также в мире можно будет найти некий биом из нескольких близко стоящих друг к другу гигантских деревьев. Кстати, в этом мире вместо обычной музыки будет играть ост из заброшенной разработчиками Terraria Otherworld. Говоря о луте, можно выделить несколько эксклюзивных предметов. Ноги лунного лорда и красное зелье. Первое можно забрать как украшение, а второе... В общем, неважно. Данж Скелетрона будет находиться под землей. Найти его можно будет по огромному мертвому дереву. Более того, в самом подземелье вы не найдете некоторые сундуков биомов. А храм джунглей, в отличие от обычной генерации, будет иметь зеленый, а не коричневый цвет. Но если сломать и поставить кирпич, то он будет коричневый. Вторым миром, который мы рассмотрим, будет пчелиный мир. Во время генерации мира можно будет увидеть надпись «Генерируем пчел». Вместо гида будет торговец, а по всему миру будут раскиданы коконы с личинкой королевы пчел. Все биомы заменены на джунгли, вся вода изменена на мед, песок в океане также изменен на блоки меда. Все блоки, кроме джунглей и зараженного биома, заменены на соты. Ближе к аду, правда, вместо сот будет хрустящий мед. Даже данж поменял свой цвет на желтый. В общем, нетронутыми остались только ад и грибные биомы. Ну и последний мир, о котором я бы хотел рассказать, носит имя «Для достойных». При создании мира вместо обычного текста игра покажет бессвязные наборы букв. Но на самом деле это просто отзеркаленный текст, знакомый вам при генерации обычного мира. Вместо гида при первом входе вас встретит подрывник. Некоторые источники воды, даже на верхних уровнях мира, будут заменены лавой. В пещерах будьте осторожны при ломании кувшинов. Если в них окажутся бомбы, то они тут же загорятся и взорвутся через пару секунд. Монстры будут наносить больше урона и иметь больше здоровья. Боссы также получат нехилый баф, вдвое увеличив здоровье. А размер моделей некоторых из них и вовсе изменен. Хочется отдельно отметить, что бомбы Скелетрона Прайма уничтожают блоки при взрывах. Мраморные и гранитные пещеры, паучьи гнезда и грибные биомы будут попадаться намного чаще. Летающие острова теперь поражены порчей или багрянцем, а сундуки на них заменены запертыми золотыми, что, кстати, отсылает нас к старым версиям Террарии. Подземелье Скелетрона начинено еще большим количеством шипов и почему-то смотрит своим выходом в сторону океана. Как и в Пьяном мире, храм в джунглях сделан из блоков зеленого цвета, а по размерам намного больше обычного. Ад стал намного опасней. Блоки пепла могут обвалиться при разрушении близ находящихся, а также расплескивают лаву при разрушении. Все демоны, без исключения, летают с куклой Вуду в лапах. И абсолютно все дома построены из раскаленных кирпичей. Но в этом мире есть и бонусы. Во-первых, все блоки ломаются вдвое быстрее. А во-вторых, выпив красное зелье, вы получите 3 случайных бафа на полчаса. На этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, ты узнал что-то новое и интересное. И если это так, то я бы не отказался от твоего лайка, подписки и комментария. До скорого!
You like jazz?